Сралк. Я на Тренте точно не хочу играть. Патч. Блин, мы искали Тайдуху. В итоге нет Тайдухи. Че, неужели показать, что такое сралк? Поиграть на бесполезном сралке. И потом в итоге так и написать. Я сегодня играл за сралкой и занял 10 место. Изи катка. Что это за кнопки, ё-моё. Это реально бесполезность. Можно собрать магического. Магический сралк, это прикольно. 6 секунд КД. Урон 300. Там еще плюс 70 к урону, офигеть. Мне кажется, все-таки магический сларк имеет место быть. Да, у него приросты галимые, но увеличение урона можно выйти и за счет золота. Более, как я и говорю, что базовый дэмэдж 300, перезарядка 6, плюс 70 урона. А сторчерка так это вообще космос. Главное найти отхил, нужную защиту, хороший подсейв и выйти в урон. Легкая. Желательно еще и вампиризм. Пассивка Сарка здесь вообще не нужна. Магический сларк. Что-то новенькое. Не магический сларк, магический сралк. Вау. Зачем брать? 5 реактив армур. Че, нормально? 2 мультикаста. Тебе зачем мультикаст? Не, ну, реактив армор, конечно, 2 раза это намек на то, что я его бы взял, типа, да? Подожди, еще один мультикаст. А, не, у него был мультикаст. А, это Огр. Че, я думал, это Пудж. Как-то сильно похож на Пуджа. По-моему. Ладно, пускай будет сейф, фиг с ним. Ай-яй-яй, есть. Не, ну Бланк Сол, конечно, под магический урон это неплохо. Минус 35% сопротивления магии. Это же, да, вот это периодически, то есть, периодически, защита тот же самый является подсейвом, который входит в список умений. Но это не является нужным подсейвом. Против направленных способностей, против физиков, да. Но не против тех, у которых есть периодический урон. Например, если ты играешь в лобби, где есть и физики, и маги, тогда, возможно, пригодится. А если ты остался, например, там против физов, ладно, можно оставить. Если ты остался против периодического урона, то смысла точно нет. Держать на крипах, чтобы сейвиться, может быть. Но, вот, например, против него, когда у него есть и Black Hole, и Sandstorm, Sandshift тебе ничем не поможет. Ой, Sandshift. Shadow Dance. Не, ну, с одной стороны, он, конечно, дает тебе шанс и отхилиться, и пережить, например, кнопочку летящую, там, Ghost, всякие, Bloodthorn, ту же торчерку. Нормально, он переиграл его даже не получив урона. Лол. Прикольчики.
Он переиграл АФК. Ого, там крит прилетел. Нормально. Twin Strike сработал. А, я даже выиграл джекпот. Сюда бабки. Как говорится, легкая не ощутил, да? Не почувствовал. Экзорцизм. Не, ну по идее экзорцизм точно не имеет смысла. Dark Pounce. Чё дает нам Pounce? Дает способность заряда и увеличивает дальность прыжка. За время восстановления 10 секунд, дальность 1000, зарядов 2. Эффект Essence Shift 3. Длительность привязки 3.25. Получается, что от меня не уйти. А есть ли в этом смысл? Ладно, не особо. Опять же, мне что нужно? Слишком много интеллекта. Прирост интеллекта 1,7. Слишком много интеллекта нужно. Уже 450 урон. Перезарядка 6 секунд. А что, он Эклипс селил, что ли? Или он не нажимал его? Да. Я понял. Глиммер Кейп. Понятно. Глиммер Кейп. По-моему, Бородач любит собирать Глиммер Кейп. Я помню. Что он творит? Нажал крутилку, а подойти не судьба, видимо. И в итоге поломался. Хорошая игра. Infernal Blade. Блин, это 4 секунды КД, 4% урона. Так и написано. Белым по розовому. Но умения не влияют усиление способности. Да вы чё? Ладно. Не хочу. Броня пускай. Еще есть до таланта минус 0,5 секунд перезарядки Dark Pact. Зачем? Такое ощущение, как будто, блин, перезарядка такая большая, типа, о, давайте уменьшим. Чтобы она была бесконечная, нормально. Сюда, кстати, зайдет неплохо роба. Подожди, роба у нас какого левела? Вроде 3-го, да? А, нет, 2-го даже. Да, роба зайдет неплохо. Здорово. Ну, не под экзорцизм, конечно, но имеет место быть.
Мне бы еще Аганим заобузить. Экзорцизм творит чудеса. А с Аганимом там доп урона духа в 50%. Чего там за ник? Аркаша Передряга. Это что? Это намек на эту, на Квапу, что ли? Что это означает? Как еще Аркаша Передряга? И, кстати, Сеншифт для него неплохо. Но Магус и Винтерскурза острота говна. Раньше смотрелось неплохо, сейчас не очень. Неинтересно. Кстати, у Никса неплохая сборка. Он может нанести урон, засейвиться. Но ему здесь нельзя закапываться. Против него точно что-то нельзя держать. Это нужно сначала выбить ему иммунити. Хоть у него приросты слабые. Хотя... Не, в среднем неплохо. 7,1. Жестко. Даже хорошо. А, вот так вот, да. А здесь Эклипс зарешал. Надо было поверить все-таки в Эклипс. Сам герой получает 30% нанесенного от этой сезонности урона. Ну да. Зато тип развеивания сильный. Ну, если против тебя какой-то негативный эффект, который дает тебе шанс нажать эту кнопку, да, имеет место быть. Например, торчерк. Если на тебе сало повесили, как ты нажмешь это? Только включи в БКБ. Блин, у него есть шансы небольшие. Видишь, поправка небольшие. 555 урон. А, ну он легко убивает. Это с первой точеркой 550 урон. Перезарядка базовая 5,5. Блин, ну реально, если взять нетерпеливость, взять акторин, найти призму. Бесконечно. Бесконечный урон, который скейлится. Ну хотя, да, конечно, логично то, что это можно было облачно переиграть, но магический сларк через Blank Soul имеет место быть. 555 урон. Просто бам. Минус лицо. Бам. Минус лицо. Это получается, что я могу скинуть ту же торчу, ой, нулифайр тот же самый. Просто нажал, ушел ветра, он кидает нулифайр. Ты его скидываешь, и все, он сделать ничего не может. Изи. Как-то многовато залетает урона, однако. Тут, ну да, это сопротивление магии хотя бы какое-то. Либо так разочек бахнуть. Это больновато.
Не, ну там было блочно уйти в Shadow Dance, и стан не сможет применить. Ни стан, ни игнайт, только Старшторм. Ну хотя да, тут увеличение интеллекта, чисто колдовство, slow burn. Больновато. Да, Shadow Dance против меня точно не имеет смысла. Я не физик. Вот против него Shadow Dance залетает идеально. А лучше не придумаешь. У чувака ник ZXC амням. Жестко ZXC амням. Мне интересно, что Никс не берет вторую эту. Забыл? Или у него нет второй вехи? Там еще прикол в том, что есть талантик на Shadow Dance. Плюс 1 секунда действия, это 5 секунд. Зачем мне не зачем брать 80 скорости атаки с Shadow Dance абсолютно. «20 инстансов». А. Нормально. Там, кстати, можно было бы взять этот Grow Bow, но не хочу. Смысла маловато. Вот перезарядка, да. Перезарядка для Dark Pact идеально залетает. Я не думал, что она так много получит урона. $8100 урона на 20, на 22 волне. Это без особого усиления. Вот и мистер Убивашка. Ну да, он почти не получает урона. Ну да. Получается, что я не нанес урона, а потом он благополучно снял мне хп этим. Ну, то есть, как я и говорил, да, Shadow Dance не имеет против него смысла. Это нужно... Ого, это нужно выбить сначала щиток. Хотя бы чем-то. Засейвиться. Потому что БКБшка точно не особо имеет смысл. Это единственный шанс ветрами какими-нибудь. Ветра и диск против
против диаболиков, а потом БКБшка, соответственно, против его периодического урона. Только так. Можно логично собрать обратку. Смысла немного, но смысл есть. Отключать пассивки бессмысленно, потому что ничего нет. Можно, конечно, было бы к нему и не подходить, по идее. Но у меня основной урон магический, поэтому мне нужно было подойти. Блин, если против тебя нет жесткого челика, то ты просто кидаешь айсбласт, наносишь урон, даже можно убить сквозь борроу тайм. Изи. Ого, там урона. Нормально. Я думаю, зачем здесь завезли талант на 20 левеле плюс 1 к краже ловкости? Кажется, для кастомки вообще нет смысла. Ну, такое. Было бы прикольно, если можно было бы ему отключить пассивки и убить. Вообще было бы прикольно. Просто ваншотнуть. Берем нетерпеливость. Для штурмкрафтера как раз неплохо. Тут уже перезарядочка 5. Почему 5? 5,5 и тут 10% это 5? Либо 10% от 5,5 это 0,5? Что много пятерок. Как-то урон 555. Перезарядка 5. Нормально. Это нечестная драка. Купол поставил, в икон команд все равно бьет. Нечестная кнопка. Особенно с огнемом. Обезьяна-солдат. Появляется рядом через равные промежутки времени.
Я думал, она быстрее сдохнет. Как-то долго она умирала. Блин, какая же легкая для Никса. Кидает айсбласт. А, он взял себе. Почему он не брал до этого? Непонятно. То есть он с 1700 рейтинга сидит и думает, что ему взять за вехи? Не, ну, может, они там первого левела, конечно, типа. Контрмагия броня, конечно, идеально. Здесь прям заходит. Ну, что так долго думать? О, 3,7. А здесь сколько? 2 секунды. Подожди, а сколько здесь перезарядка, не понял? Длительное замедление, бонус бронезаряд. Активный к урону, бонус к урону, максимум заряда. Почему не показывается? Че? Больше не учитывает урона Трошана. Почему нельзя смотреть, сколько КД? А, ну 7 секунд КД. Написано действует 7 секунд, перезарядка 7. А, это действует 7. Не, перезарядка 7 получается. А, ну это же получается, что ты его заряжаешь, она длится 7 секунд, а потом опять нужно заново зарядить. Логично. То есть она бесконечная получается. Можно так сказать. Че он не умер, я не пойму. Это живучий гад. Не, я понял, что без КД, потому что эта способность заряжается всегда. То есть она продлилась 30 секунд, то есть 7 секунд ты его прожал, да? То есть вот на длительность 7 секунд. Потом оно заново заряжается. Короче, его нужно заряжать постоянно. Ультамерт. Зачем мне ультамерт? Блин, ты за что ты мне заморозил все способности, псих? Не, мне кажется, здесь как под сейф ультамерты точно не нужно. Народ. Нормально. Как стик. Что-то между как стик. Предмет, что ли? Нормально, там 740 урона. Офигеть, это нормально, вот это изи. 740 урона. Не, а пассивка СК говно. Тем более в этой кастомке вообще нет смысла ее брать. Нормально. Чакра для того, чтобы Dark Pact бесконечный был. Дом мне и так, по сути, бесконечный.
Подожди, сколько там урона залетело? 10 тысяч. Да. Кака точно не понимает, что такое. Что такое кнопки. А как же ж нажать кнопочки? Неизвестно. Блин, этими кнопками тяжело играть против танков, против магов. Потому что если я не засейвлюсь БКБшкой, он меня убьет. Блин, что я нажал? Не, ну тут да, тут логично, это для него изи. Мультикасты с диаболиками, да вы чё? Проще не придумаешь, мне кажется. Нет, вехи не фуловые. Это в тройку, это в двойку, это в двойку. У меня уже давно вехи не фуловые. Опять чакра. Но сноубол тут имеет смысл. Сноубол как раз сейвит от его диаболиков с мультикастом. Я не знаю, куда писать, во-первых. Потому что разработчики поменялись. Да и к тому же есть большие сомнения, что мне кто-то даст вообще что-то. Тут, кстати, если найти нужный подсейв, против него можно сыграть через обратку. Но нужно найти нужный подсейв. И, кстати, это более-менее неплохо заходит.
А, лох. Сори, вырвалась. Там была вообще изи. Там главное кнопку нажать и все. Нет, ну, как бы здесь я полностью с тобой согласен. Возможно. Но опять же, сам понимаешь. Возможно. Я, как я и сказал, тут нет шансов. Подожди, а чё он же ж нажал, по-моему, до этого, нет? Он нажимал кнопку. По-моему, он нажал как раз диаболики в начале. Потом опять нажал. Там 19 секунд КД. Странно. Не хватает урона уже. И что с ним? По-моему, ему херово. Ух, еле выиграл. Borrow Time, конечно, творит чудеса. Скиллы нужно менять, согласен. Но мне что дэнс нужно менять, против него нет смысла. Броня хотя бы имеет смысл на крипах. Блин, дисперсия хорошо заходит, но... Как я изначально говорил, с нужным подсейвом. Да блин, сколько можно дум давать, ля? Дум.
Изи. Тут как раз идеально зашел Enrage. Просто идеально. Мне кажется, точно лучше не придумаешь. Ульчана имеет смысл. За БКБ этот хил. Ульчана залетает неплохо. Нет, дамаг-то дают, но в основном ты можешь переиграть ответным уроном. Инта имеет смысл для мага, согласен, но у меня основной дэмэдж это против него как раз. Это ответный урон. И в нем больше смысла, для него интеллект не нужен. Иллюминанс больше дамажит, когда силы больше. Изи. Вот вам и магический сралк. Достаточно найти хорошие кнопки для подсейва, все. А Enrage здесь залетал просто идеально. Потому что я нажимаю Enrage, я выживаю. Нажимаю Snowball, выживаю. Нажимаю ветра, выживаю. Потом нажимаю Heal. А индийский спасает. В итоге я опять нажимаю Enrage и убиваю его через дисперсию. Все, и обратку.